Привет, друзья мои, вы на моей домашней кухне. Я, помнится, в прошлом летом, когда у меня здесь собирались гости, показывал, как я копчу рыбу, но это было вместе с прочими другими делами, и с шашлыком, и с пловом, и со всем. А сейчас я хочу дать вам подробные инструкции, а главное предостеречь вас от некоторых ошибок. Вот эту рыбку я привез сегодня с рыбалки. Честно скажу, это платная рыбалка, но рыба исключительно хорошая. Есть осетрик, есть два чудесных карпа. Я предпочитаю коптить только свежую, только что пойманную рыбу. И когда мы ее докоптим, я вам покажу почему. Итак, рыба должна быть свежайшая. Я ее выпотрошил и вырезал жабры. Чешую мы не трогаем ни в коем случае. Я надел перчатки, потому что сейчас я буду иметь дело с грубой солью. И если есть маленькие порезы, это очень неприятно. Я использую вот эту нашу простую соль, помол номер 1. Во-первых, она вкусная. Во-вторых, у нее идеальная крупность. Она и не очень крупная, и не экстра. Экстру использовать я крайне не рекомендую, потому что она мелкая, она быстро растворяется, и рыба становится солонее, чем нужно. А здесь секрет заключается в том, что мы натираем рыбу щедро, солью снаружи, соли не жалея, вот прямо вот так. Внутрь немножко меньше нам надо соли. Потому что там уже открытое мяско – это то, что мы едим. По какому-то закону природной гармонии через чешую проходит ровно то количество соли, которое рыба требует. И соленая она не будет, она будет очень вкусной. Она должна полежать недолго. Я знаю апологетов копчения, которые делают рассол, держат рыбу в рассоле. Или, скажем, натирают солью, держат несколько часов. По-моему, это излишнее. Мой опыт говорит о том, что это излишнее. С осетром надо быть осторожным, потому что вот эти штуки у него страшно колючие. А шкуру, как вы помните, мы не снимаем. Поэтому, когда ты его натираешь по шкурке, это нормально. Если сделаешь вот такое движение, может здорово пораниться. Если рыба свежая, то когда она закоптится, и вы собираетесь есть ее сразу, шкурка снимется с нее практически как крышка, как покрывало. Обидно, конечно, что внутренний слой кожицы тоже остается на чешуе. Это очень вкусная вещь. Но тут уже ничего не поделаешь, чем-то приходится жертвовать. Копченую рыбу можно положить в холодильник. Она где-то, может быть, станет еще вкуснее. Но вот этот эффект снимаемой шкурки исчезнет. И придется корячиться и по частям эту чешую с нее сдирать. Это будет уже не так красиво и не так приятно. Классика копчения – это ольха. Очень хорошо коптить на груше, на вишне. Можно коптить на буке. Категорически нельзя коптить на еле и сосне, то есть на деревьях, которые содержат большое количество смолы. В Карелии иногда коптят на можжевельнике. Это дает красивый цвет и своеобразный вкус. Но все-таки вот это предел той смолистости, которая, на мой взгляд, допускается. Количество щепы. Переборщить с ней трудно. Щепа насыпается на дно коптилки равномерным слоем. По поводу огня. Среднее время копчения одной вот такой крупной рыбы 40 минут. Температурный режим. Градусника у меня в коптилке нет. Но я делаю так. Я сначала развожу в печке максимальный огонь. А так мы поджигаем нашу печку, чтобы стружечка наша схватилась и начала дымиться.
С того момента, как она начала дымиться, огонь в печке надо убавить. Тяга, слава богу, хорошая, не жалуемся, иначе рыба может сгореть. Оставить там огонь очень небольшой, но чтобы дым продолжал идти. Вы через закрытую дверь это увидите. И вот в этом состоянии уже подержать минут 40-45. В зависимости от размера. Маленькая рыбка может коптиться и полчаса. Ну и положим нашу рыбу. На севере вот сюда в брюшко вставляют такие колобашечки, чтобы лучше прокоптилось изнутри. Но у меня и так все хорошо получается. Никогда я этого не делал. Теперь мы можем закрыть нашу коптилку и поддать жару. Как-то так. Ну вот прошло 40 с небольшим минут. Вот так это должно выглядеть, ребята. Видите, как лишняя соль замечательно застыла сверху. Горячая, что вы думаете? Возьмем ее рукавичками. Сейчас это горячее блюдо. Ее можно подавать к столу. Причем вот таким образом. Вот мы возьмем вот так вот, подденем сейчас шкурочку. О! Вот она легко отслаивается сейчас, видите? От мяса. И вот что получается. Ребята, смотрите. И здесь получается нежнейшая рыбья плоть. То есть вот берется вот такой вот кусочек. Это мед. Чего я вам желаю. Приятного аппетита. И чтобы все у вас было хорошо.